Едут! Папа едет домой. Папа дома! Папа приехал домой. Папа может. Привет, друзья! Так как прошлое видео про дешевую еду из фикс прайса вам очень понравилось и вы просили продолжение, то сегодня мы снова постараемся понять, какую еду следует, а какую еду лучше не покупать в этом магазине. Говядина в собственном соку. Масса 525 грамм. Консервы мясные кусковые стерилизованные. Есть слово ГОСТ. В составе действительно есть говядина, но также есть еще и субпродукты. Есть жир говяжий, вода. Из специй здесь лук и черный перец. Также лавровый лист есть. Говядина в собственном соку, стоимость 99 рублей. Изготовлена в Ленинградской области, деревня Потанина. Написано, что на самом деле изготовлена по ГОСТу. Перелью эту тушенку в тарелку, чтобы лучше можно было ее рассмотреть. О, сколько тут желе. Одно сплошное желе. Больше похож на какой-то желейный торт, а не на тушенку. Посмотрим, что за кусковая говядина, есть ли здесь кусочки. Как мы видим, куски говядины здесь действительно имеются. Попробую на вкус. Попробовал эту тушенку. Вот те кусочки мяса, которые попадались, они хорошие и мясо вкусное. Вроде бы даже как и свежее, точно не могу сказать, потому что все-таки в тушенке определить свежесть не так-то и легко. Недолго я пробовал эти кусочки, потому что их здесь очень-очень мало. Ну и так как тут есть еще субпродукты, не знаю точно какие, вот и жира очень много попадается. Вот поэтому основную часть этой тушенки как раз и составляют субпродукты. Мяса здесь очень-очень мало. Попробовал также и вот это желе. Желе тоже приятное на вкус. Выплюнуть мне его не захотелось. Но вот из субпродуктов мне кажется, что здесь есть и легкое, оно очень сильно переваренное. Возможно, еще какие-то субпродукты есть. Сложно, в общем, определить. И так как в составе была вода, то и жидкости здесь очень-очень много. Тушенка жидкая. Очень странно, что это сделано по ГОСТу. Не знаю, что такое за ГОСТ, который допускает изготовление вот такой вот псевдотушенки. Потому что сделана она в основном не из мяса, а из субпродуктов. Так бы и написали, что это не говядина в собственном соку, а субпродукты в собственном соку с добавлением воды. Так бы было бы правдивее, потому что собственного сока здесь, конечно же, никакого нет, так как все очень жидкое и добавлена вода. Причем даже в составе она была указана. Но я думаю, что за 100 рублей, конечно же, из чистого мяса и такое большое количество, 525 грамм, купить просто нереально, потому что говядина это мясо дорогое. И я думаю, что вот такая большая банка настоящей говяжьей тушенки стоила бы, наверное, рублей 300-400 как минимум, а может даже рублей бы и 500. Поэтому я считаю, что для своей цены качество вполне приемлемое. Единственный минус то, что производитель нас обманывает, пишет то, что это в собственном соку, то, что это кусковая еще говядина было написано. Ну, это полная неправда. Лучше бы написали, что субпродукты с добавлением воды. Ну, в общем, как-то бы правдивее писали. И ГОСТы какие-то странные. Вот это мне тоже не нравится. Что за ГОСТ, если вот он допускает производство вот такой вот непонятной жижи. Друзья, рекомендую вам подписаться на мой кулинарный канал «Сочные идеи». На нем я собрал только самые лучшие рецепты, лично проверенные мной. Ссылка в описании. Помстикс – соломка из натурального картофеля с солью. Масса 40 грамм. В составе картошка, подсолнечное масло и соль. Даже никаких и добавок нету, никаких ни ароматизаторов, ни красителей, в общем ничего. Чипсы стоят 33 рубля. Адрес производства Ленинградская область, город Кириши. Внешне соломка смотрится очень аппетитно, она не пережаренная. И также вот я ее трогаю, какой-то вот особой жирности не чувствуется. Попробуй на вкус. Такая соломка это отличная альтернатива более дорогим чипсам. Потому что, по сути дела, это те же самые чипсы, но только лишь вот в такой вот форме. Картошка это полностью прожарена, она очень хорошо хрустит, это не картошка фри. Здесь мягкого ничего внутри нету. И, допустим, даже можно вот ее кушать не просто так, потому что просто с солью, ну, такого особо никакого вкуса нету. Можно макать, например, в какой-нибудь кетчуп или там какой-нибудь соус. И будет картошка уже гораздо вкуснее. По моему мнению, соотношение цена-качество здесь вообще идеальное, потому что картошка очень вкусная, приготовлено все качественно, ничего не сгорело, ну и цена здесь не завышена. Так что вот эту соломку можно смело покупать в фикс прайсе.
Скумбрия атлантическая, натуральная, с добавлением масла. Производитель русский рыбный мир. Масса 250 грамм. В составе скумбрия, кусочки, масло растительное, соль, перец и все, больше ничего нет в составе. Скумбрия натуральная, стоимость 79 рублей. Изготовлено город Москва, поселок Курилово. Консервы эти хоть и недорогие, но у баночки есть ключ, поэтому открывать ее удобнее. Посмотрим, что внутри. Вот чуть-чуть нажал, и сразу же столько воды полилось. Но это не вода, это масло, смешанное с водой. Так, посмотрим, что тут у нас внутри. Внутри мы видим одну сплошную жижу. Пойду солью эту жижу, и мы посмотрим, что там за рыба. Ну и вот такие кусочки находятся внутри. И еще я заметил, что здесь находится какой-то червяк. Не знаю точно, что это такое за червяк. Но то, что это червяк, это очень-очень сильно похоже на какого-то глиста, в общем. Ну, в скумбрии часто попадаются всякие червяки. И поэтому вполне вероятно, что вот это вот какой-то паразит. Ну, так как ее очень хорошо проварили, эту скумбрию, то, конечно же, есть ее безопасно. Но все равно с червяками как-то это не очень-то и приятное дело, есть рыбу. Вот, но что есть, то есть. В общем, как-то, да, честно говоря, даже как-то не очень-то и хочется ее теперь пробовать после того, что я достал. Но с другой стороны, мы едим всякие консервы, где червяков просто не видно, но не факт, что их там нету. То есть все равно они там могут быть, просто мы их можем и не заметить. Так как скумбрия это все-таки вот такая рыба, которая в себе может содержать различных паразитов. Запах от этой рыбы идет неприятный, пахнет как-то она не очень, да и вот по внешнему виду она тоже смотрится как-то не очень хорошо. Такое ощущение, что она была не супер свежая, когда начали ее готовить. Понятно, что раз приготовлена в Москве, то ее где-то поймали, потом заморозили, потом везли в замороженном виде, потом ее должны были разморозить, порезать, почистить и вот приготовить эти консервы. Ну и возможно, что за такой долгий процесс рыба могла уже и подпортиться. Все-таки рискну и попробую небольшое количество этой рыбы. Попробовал небольшой кусочек этой рыбы и сразу выплюнул, потому что вкус вообще неприятный, он какой-то горьковатый даже. В общем, этот русский рыбный мир меня полностью разочаровал, потому что есть эту рыбу совершенно невозможно, да еще и червяк попался. Так что, в общем, такие консервы я бы больше не купил ни за что, потому что они даже, хоть стоят и недорого, но 80 рублей, но по сути дела это деньги на ветер, потому что есть эту скумбрию невозможно, потому что вот чувствуется, что свежесть у нее была далеко-далеко не первая. В общем, отвратительные консервы. Терияки соевый соус. Торговая марка Ямчан. Объем 205 мл. Соевый соус терияки, стоимость 33 рубля. Состав не полностью натуральный, есть консервант. Изготовлено в Московской области, город Истра. По запаху этот соевый соус отличается от классического, возможно потому, что здесь в составе есть еще имбирь. Попробовал, и по вкусу он просто нереально супер-мега соленый, а также за счет того, что есть имбирь, он немножечко остренький. Но в целом вкус какой-то не противный. Поэтому я думаю, что с роллами или с какой-то другой едой этот соус пойдет хорошо. Я думаю, что для своей цены качество очень даже неплохое. Паштет печеночный, бекон. Масса 100 грамм. Производитель Руском. В составе печень свиная, мясо птицы механической обвалки, куча всяческих добавок. Состав, конечно, не очень хороший и не полностью натуральный. Паштет печеночный, стоимость 27 рублей 50 копеек. Произведено в Московской области, город Лыткарино. Запах от этого паштета идет не супер приятный. Бывают паштеты, которые пахнут более вкусно, скажем так. Посмотрим на консистенцию. Консистенция этого паштета довольно-таки жиденькая. Попробуй на вкус. Когда начинаешь пробовать этот паштет, первым делом чувствуется наличие аромата бекона. Ну а потом уже чувствуется сама структура паштета. Поначалу вроде такой приятненький вкус, а потом, когда уже распробуешь, то вкус какой-то вообще неприятный. Стоит этот паштет 27 рублей 50 копеек, это конечно, супер дешево, ну и качество на эти деньги.
В общем, есть такой паштет, нету никакого желания, он абсолютно невкусный. Я бы такой паштет больше бы не купил, потому что вкуса в нем никакого приятного нету, да и состав не очень хороший. Хрустим, багет, королевский краб. Масса 45 грамм. Раз это сухарики, то основным компонентом в составе является пшеничная мука. Также есть и манная крупа еще. Никакого краба здесь, конечно же, нету, потому что здесь используются только лишь различные красители и ароматизаторы. Стоимость сухариков 39 рублей 50 копеек. Изготовлено в Московской области, город Кашира. По аромату здесь никакого краба даже и не чувствуется. Пахнет, в общем, непонятно чем, но чем-то искусственным. Попробуй на вкус. Эти сухарики хороши тем, что они очень рассыпчатые и очень хорошо хрустят. Ну и во вкусе тоже никакого краба не чувствуется. Вкус примерно такой же, как и вот, например, если купить чипсы со вкусом краба или там красной икры, примерно вот что-то рыбное, вот примерно одинаковое на вкус. Видимо, там используется один и тот же ароматизатор. Сами по себе сухарики качественные, но только что вот ароматизатор, он совершенно не соответствует действительности. Ну и в фикс-прайсе эти сухарики стоят подешевле, в других магазинах они стоят в районе 50 рублей. Ну а здесь 39, так что в общем целых 10 рублей экономия. Вафли мягкие суфле, производитель Аладушкин. Суфле написано со сгущенным молоком. Состав здесь просто нереально длинный, очень-очень много всяких различных компонентов и, конечно же, они не все натуральные. Вафли мягкие суфле Аладушкин стоят 27 рублей 50 копеек. Адрес производства город Санкт-Петербург. Масса упаковочки 122 грамма. Состав хоть и не очень хороший, но вот по вкусу мне все понравилось. И сами вафли вкусные, и суфле вот это вкусное. Но только что вот вкус сгущенного молока, он очень-очень слабенький. Я бы не сказал, что качество очень хорошее, но вот вкус, по крайней мере, для своей цены нормальный. Чипсы 5G, красная икра. Эти чипсы отличаются от обычных тем, что они сделаны не из картошки, а из пшеничной муки. Икры красной здесь, конечно же, никакой нету, а здесь есть ароматизатор икра красная. Масса чипсов 45 грамм. Чипсы пшеничные, стоимость 14 рублей 70 копеек. Адрес производства город Зеленоград. Чипсы эти сделаны в форме подушечек. Так вот посмотришь, даже и не скажешь, что это чипсы. Больше похоже на какие-то печеньки. Вот, ломаются очень легко, внутри пустота. И получаются вот такие обломки. Попробую на вкус. Во вкусе сразу же чувствуется, что картошки здесь никакой нету, а именно чувствуется, что здесь пшеничная мука. И действительно похоже больше на какие-то печеньки, а не на чипсы. Просто что вот этот вот вкус красной икры, печеньки обычно с таким вкусом не делают, поэтому и можно сказать, что это чипсы, потому что вкус вот эта вот добавка вот эта пищевая, она именно вот больше подходит для чипсов. Если еще внутри сделать какую-нибудь записку с предсказанием, то 100% получились бы такие же печеньки. Стоят эти чипсы очень дешево, в фикс-прайсе, в других магазинах они стоят гораздо дороже, в каких-нибудь автоматах вендинговых, там они стоят вообще по 50 рублей. Для своей цены качество вполне приемлемое, есть их приятно, они хорошо хрустят, но, конечно же, красной икры здесь нету ни грамма. Ну и вкус красной икры это не самый, конечно, лучший вкус для чипсов, мне не очень нравится, просто решил вот попробовать. Лучше, конечно же, вкус какой-нибудь там сметаны, укропа, бекончика, что-то вот типа такого. А красная икра, мне кажется, для чипсов не очень хорошо подходит. Друзья, какую еду мне еще продегустировать? Пишите в комментарии. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!